Эти вещи заставляют мужчину сходить от тебя с ума. Ну, в фигуральном смысле. Ты можешь быть самой красивой, самой сексуальной, самой умной, самой успешной, но ты чувствуешь, что ты у своего мужчины не вызываешь такой вот одержимости. Мы сегодня поговорим о тех вещах, которые цепляют мужчину куда глубже, чем просто какая-то внешность или что-то, что есть на обложке. И это не про какие-то дешевые манипуляции, когда, знаете, женщина пытается из себя что-то изображать, пытается быть не тем, кем она есть на самом деле, чтобы мужчину когда там привлечь. Я говорю о внутренней женской силе, которую мужчины чувствуют, и когда мужчина это чувствует, он хочет быть рядом с этой женщиной, он просто становится одержимым ей. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр, психотерапевт, я много работаю в сфере отношений. И сегодня мы с вами поговорим о том, что же мужчин по-настоящему сводит с ума в женщине, от чего мужчины теряют голову по-хорошему рядом с женщиной, которую они любят. Если вам эта тема интересна, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами начинаем. Первая важная вещь – это энергия выбора. Когда мужчина понимает, что женщина за него не цепляется, она его выбирает. Она не боится остаться одной, она с ним не потому, что ей без него хуже или потому, что с ним удобнее, а потому, что она этого хочет. Мужчина чувствует, что у женщины есть это вот чувство собственной ценности, чувство какого-то, вот, не знаю, собственного достоинства, что женщина в принципе самодостаточна, но при этом она все-таки проявляет внимание к мужчине, и это разрывает все вот эти вот социальные, в том числе детские установки каждого мужчины, который с детства слышит, что мужчина должен быть добытчиком в семье, а женщина, значит, будет тянуться к тому, кто вот является полезным. Женщина со мной не потому, что я полезный. Те вещи, которые я вроде бы как привык давать женщинам, это не то, что ей нужно, потому что у нее этого и так полно. Ее внимание – это привилегия, не гарантия в таком случае. Она находится рядом со мной, потому что у нее есть вот этот какой-то вот ее внутренний интерес, при том, что она полностью вот как бы самодостаточна и устойчива. Вторая важная вещь – это контраст мягкости и удержания границ. Когда женщина может оставаться какой-то вот открытой, эмоциональной, иногда даже какой-то вот слабой или уязвимой, но при этом она удерживает свои границы и может легко сказать, что нет, со мной так нельзя, этого я не хочу, и при этом не огрубляется, отказывая, не становится какой-то вот жесткой, не закрывает, что ли, все двери в своем замке. Вот опять же, это мужчину также цепляет, потому что он видит, что эта женщина одновременно может быть мягкой, эмоциональной, теплой, такой очень женственной, и при этом она достаточно зрелая, чтобы понимать, где ее границы и что она не позволяет в этих отношениях. Мужчина такую женщину воспринимает как равного партнера, мужчина уважает такую женщину, и самое главное, мужчина уважает себя рядом с такой женщиной. Она дает мне близость, но при этом не растворяется, и это сводит с ума. Третья вещь – это искренний интерес женщины к своей жизни. Вот это очень притягивает мужчину, потому что он замечает, что у женщины есть много увлечений, много какой-то энергии. Она просто светится. Мужчина видит, что эта женщина меня выбирает, но я не являюсь центром ее жизни. Это вызывает такой вот интерес, уважение, тягу. Мужчина понимает, что он может быть частью мира этой женщины, а не центром этого мира. Есть мужчины, которым важно, чтобы женщина ставила его на первое место. Как правило, это мужчины с какой-то эмоциональной незрелостью. Они боятся потерять эту женщину, они боятся конкуренции с этой женщиной. Вот важно, чтобы она вот ходила вокруг меня как мамочка. То есть это такая инфантильная позиция. Зрелый мужчина, вот когда видит, что рядом с ним есть женщина, которая интересна, у которой есть свой какой-то вот контекст, своя какая-то повестка, это всегда очень важно, потому что для мужчины важно иметь рядом с собой человека, который будет наполнен не меньше, чем он. Это вызывает такую тягу, интерес к этой женщине и развитие субъектных отношений, когда мужчина старается все больше узнать эту женщину из интереса. И потом, естественно, формируется эмоциональная связь. Четвертая важная вещь – это эмоциональный резонанс. Мужчина запоминает не то, что ты говоришь, а то, как он чувствует себя рядом с тобой в большей степени. Когда мужчина находится с женщиной, перед которой он может как-то открываться, с которой он может о чем-то говорить. Когда мужчина находится рядом с женщиной, которая из-за своей эмоциональности позволяет ему так чувствовать, как он больше никогда себя не чувствует. Когда мужчина может открыться перед своей женщиной, показать, возможно, какие-то свои слабости, показать те свои стороны, которые он, возможно, никому не показывает, естественно, это становится бесценным. Мы здесь уже говорим о таком процессе выстраивания стабильных, длительных отношений. Вот этот эмоциональный резонанс, он не возникает там на первом-втором свидании, но когда мужчина чувствует вот эту вот эмоциональную близость, когда уже формируется вот эта эмоциональная связь, это вызывает не зависимость, а привязанность в этих отношениях. Мужчина просто начинает эти отношения очень сильно ценить, потому что это что-то очень важное, что происходит в его жизни. Ты не доказываешь, ты создаешь ощущения, и эти ощущения могут оставаться с мужчиной очень долго, даже после вашего расставания. Для того, чтобы мужчина потерял голову, так сказать, тебе очень важно не терять себя в отношениях.
Тебе важно быть настоящей, так чтобы мужчина почувствовал себя настоящим в этих отношениях. Часто бывает так, что, знаете, ну, так, опять же, это социальные такие установки, женщины стараются в отношениях как-то смягчить углы, там, подсластить пилюлю, то есть какие-то вот не заострять какие-то конфликты. Это приводит к тому, что, ну, вот какие-то неудовлетворенности накапливаются, и эти отношения превращаются просто в такую энциклопедию лжи. Оба чувствуют себя в этих отношениях какими-то, ну, ненастоящими, которые играют какую-то игру, что все хорошо, а на самом деле есть какое-то вот это внутреннее такое вот, ну, неудовлетворение тем, что происходит. Такие отношения отталкивают. Если ты сможешь быть, ну, достаточно понимающей, что ты хочешь, понимать свои потребности, понимать, что для тебя неприемлемо, если ты сможешь, вот, понимая это все, реализовать в этих отношениях, ты будешь настоящий, и эти отношения будут настоящие. И рядом с тобой будет мужчина, которому важно быть настоящим. Если ты понимаешь, что у тебя есть какие-то вот сложности, ты не до конца понимаешь, чего ты хочешь с этим как-то поработать, записывайся ко мне на консультацию. У меня под видео есть ссылки на мои соцсети, там пишешь личное сообщение, и мы работаем. Ну и помни, что для мужчины очень важно иногда потерять голову, потому что мы, мужчины, очень много думаем, очень много анализируем, очень редко вот идем туда в свою эмоциональность, и когда рядом с женщиной мужчина может позволить себе отпустить контроль и быть эмоциональным, это вот ощущение своей живости, своего какого-то вот своей настоящести, оно очень важно для мужчины. Поэтому иногда мужчине важно потерять голову рядом со своей любимой женщиной. Напоминаю, что я периодически провожу курс про отношения, курс о том, как понять, что ты находишься в разрушительных отношениях, как из них выйти, как восстановиться. Ссылка на курс есть под видео. И, кстати, поделитесь в комментариях своим опытом, как вы думаете, что мужчины больше всего ценят в таких настоящих, здоровых, стабильных отношениях. Если вам это видео понравилось, ставьте лайк, я буду вам благодарен. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.